Друзья, если вы держите криптовалюту, один из главных вопросов, как хранить ее безопасно. Всем привет, вы на канале Алан Дэвис. Здесь мы затрагиваем тему инвестиций и способов заработка. В крипте люди думают только о том, чтобы купить и заработать. Но большая правда в том, что большинство новичков теряют деньги не из-за плохих монет, а из-за более простых ошибок. Они неправильно хранят свои активы. Жесткая правда. В крипте нет кнопки «Вернуть доступ». Если вас взломали, то все, это ваша ошибка. Сегодня я покажу топ-5 криптокошельков, которые подойдут новичкам и тем, кто держит солидные суммы. Постараюсь расписать все, исходя только из личного опыта, поэтому смотри до конца. Прежде чем я расскажу про свой топ, нужно знать, какие виды криптокошельков бывают вообще и в чем их разница между собой. Многие люди думают, что криптокошелек это просто приложение, но все на самом деле глубже, чем мы думаем. Расскажу коротенько. Первый вид это горячие кошельки, так называемые hot wallet. Это кошельки, которые подключены к интернету. Мобильные приложения, браузерное расширение, веб-версии. Плюсы – это удобство, мобильность, работа с DeFi довольно часто, NFT, Web3 приложения. И все это потому, что они имеют доступ к интернету. Минусы в том, что данные хранятся на устройстве, которое можно взломать, и намного выше риски фишинга, вирусов, подделок и прочей ерунды. Если кратко, то горячие кошельки – это кошелек в привычном нам понимании, который хранится в кармане, но там нельзя хранить большие суммы. По крайней мере, я не советую. Второй вид кошельков – это холодные кошельки, так называемые cold wallet. Это кошельки, которые уже не подключены к интернету. Плюсы в том, что приватные ключи никогда не покидают устройство. Максимальная защита от взломов. Идеально для хранения больших сумм и долгосрока. Минусы – это то, что эти кошельки стоят денег, в отличие от горячих, которые можно завести бесплатно, потому что это отдельное устройство. Ну и плюс они сложнее для новичков, чем горячие. Третий вид – это кастодиальные кошельки. Это когда ваши активы хранятся не у вас, а у биржи. Плюсы в том, что эти кошельки удобны для трейдинга, быстрого обмена, P2P, многофункциональны. Минусы в том, что ключ принадлежит не вам, что логично, он у биржи, де-факто, а аккаунт могут заблокировать. Из всего этого я могу сказать так. Есть золотое правило криптовалюты. Not your case, not your crypto. Если у вас нет приватных ключей, это не ваш кошелек. Однако не все так плохо. Если тебе нужна биржа для трейдинга, а не для хранения монет, или же ты просто хочешь узнать, какие надежные биржи существуют, то смотри мои прошлые видео про них. Ссылка в подсказках. Там я описал самые надежные и интересные проекты, по моему мнению. Итак, после того, как мы разобрались, какие виды кошельков существуют, я расскажу про те, которые я лично рекомендую. Первый кошелек в моем списке это Trust Wallet. Топ-1 по кошелькам, насколько я знаю. Считается самым надежным среди hot кошельков. Это приложение, как я считаю, идеальное для новичков. Его можно скачать в Play Market и Apple Store. Также есть версия в виде расширения для браузеров. Trust Wallet поддерживает огромное количество сетей, в том числе малоизвестных. Мне лично нравится, что когда я захожу в данный кошелек, я сразу вижу все мои коины и не нужно импортировать ничего лишнего. Никаких аккаунтов, логинов и никаких внешних серверов. Вам выдается всего лишь одна сет-фраза, которую вы обязаны хранить. Это и есть ваш ключ для входа. Также в этом кошельке есть некоторые элементы биржи, например, стейкинг. Из минусов могу отметить, что у данного кошелька есть только мобильное приложение, расширение, а вот полноценной ПК-версии, к сожалению, нет. Номер 2 в нашем списке это знаменитый горячий кошелек MetaMask. Тоже объемный кошелек, как и Trust. Поставляется в виде мобильного приложения и расширения для браузера. Так же, как и в первом случае, ваша сет-фраза это и есть ключ для входа. MetaMask предлагает тоже огромный выбор сетей, но помимо этого совместимость этого кошелька просто поражает. Куда бы вы ни зашли, везде будет написано Connect MetaMask. И я считаю, что это хороший уровень. Это говорит о его совместимости и популярности. Можно легко импортировать любой токен в кошелек. Это хороший аналог Trust Wallet. Но, если честно, я его использую только тогда, когда мне приходится его использовать. Рассказываю про минусы кошелька. Данный кошелек самый популярный. И поэтому вектор мошенников заточен именно на нем. Будьте аккуратны. Ну а также мне показалось, что комиссии у эфира в данном кошельке почему-то выше, чем во всех остальных. Не знаю, возможно это только мой личный опыт. Несмотря на мое личное отношение к данному кошельку и его минусы, он все равно остается самым топовым среди остальных. Следующий в моем списке кошелек это Exodus. Это горячий некастодиальный криптокошелек, который, кстати, существует сразу в двух форматах. Это очень удобный криптокошелек для тех, кто хочет пользоваться криптовалютой, но не хочет глубоко в нее погружаться. Как по мне, у Exodus лучший дизайн и удобство среди горячих кошельков. Очень важно, что для новичков ничего не запутано, все супер ясно. Десктоп-версия также отдельный плюс. Среди других конкурентов, которых мы уже называли, ее не было. Постоянные обновления, мощная поддержка,
и при этом функционал как у Trust Wallet. Остальных минусов, кроме как тех минусов, которые есть при горячем кошельке, я не нашел. И вот мы подошли к самому важному типу криптокошельков. Это аппаратный кошелек. Если вы держите в крипте не просто мелочь, а реальные деньги, то Ledger это ваш вариант. Это тот инструмент, который должен быть у вас в арсенале. Это первый в списке холодный кошелек. Данное устройство хранит приватные ключи внутри специального чипа. Не передает их в интернет, а транзакции подписывает внутри самого устройства. То есть без него нельзя. И физически защищает вас от фишинга, вирусов и взломов. Важно, что ваши ключи никогда не покидают устройство. Это главный плюс данного кошелька. Надежность. Помимо этого, у Ledger также неплохой арсенал сетей, как у Trust Wallet. У них, кстати, есть свое приложение, туда можно добавлять коины, сети и много чего другого. Функционал, конечно, поменьше, но есть в чем покопаться. Я, кстати, купил этот кошелек за 6000, а сейчас он стоит 20. Бизнес. Ну и мы плавно перетекаем к минусам данного кошелька. Это то, что он стоит денег. Его надо покупать, и этим все сказано. Приобрести его можно на официальном сайте, либо же, если вы из России, то на Озон. Его можно приобрести у ресейлеров. Помимо этого, Ledger это не тот кошелек, который для новичков. В нем реально можно запутаться при первом запуске. А также в данном случае уже потеря устройства несет для вас риск. Если вы, конечно, предварительно не создали сет-фразу для кошелька. Ну и последний на сегодня кошелек это Electrum. Это один из самых старых, надежных и технически продвинутых биткоин-кошельков. Он существует с 2011 года и де-факто является стандартом для тех людей, кто покупает биткоин и хранит его на долгий срок. Electrum не хранит ключи у себя, не отправляет их на сервера компаний, все приватные ключи хранятся только на твоем ПК. Это самый важный плюс. Также можно самому убирать комиссии при отправке транзакций и также подписывать эти транзакции офлайн. И это уже кошелек не для новичков. Мне нравится Electrum тем, что он идеален как холодный кошелек. Его можно использовать на ноутбуке без интернета, создать адреса, сети, полноценный аппаратный кошелек. Ну и плюс это абсолютно бесплатно. Из минусов это только то, что данный кошелек поддерживает одну сеть, это биткоин. Плюс он сложен для новичков, особенно тех, кто использует местами свои сет-фразы. Итак, я считаю, что каждый из 5 кошельков, о которых мы сегодня говорили, закрывает свою конкретную задачу. Мое личное мнение, что вообще не существует идеального кошелька, который один для всех. Мудрый инвестор использует несколько. Аппаратный для крупных сумм, мобильный для мелких ежедневных операций, десктопный для холодного хранения. Так ты получаешь хорошую защиту и гибкость. Ссылки на все кошельки будут, конечно же, в описании. А также поставь лайк, оставь комментарий. И не забывай также, что на моем канале есть видеоролики о том, как заработать на банках. Ознакомься, мне будет очень приятно. Сегодня вы настраиваете кошелек, а завтра от этого будет зависеть, сохраните вы свой капитал или его потеряете. До скорого!